Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тема сегодняшнего видео – колесо баланса, как заполнять, как использовать, как достичь гармонии. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик. Обязательно делимся этим видео по социальным сетям, по электронной почте со своими друзьями, знакомыми. В нашем видео есть много интересного, поэтому это видео войдет в плейлист июнь. И чем знаменателен для нас месяц июнь? В первую очередь обращаю внимание на то, что часто задаваемый вопрос в интернете, как заполнять колесо баланса. Еще раз напомню философию колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Поэтому в заполнении колеса жизненного баланса более важной является периодичность, чем ее тщательность или аккуратность его заполнения. Если вы будете диагностировать свое колесо жизненного баланса регулярно, пускай это будет один раз в полгода, один раз в квартал, это гораздо более полезное занятие, чем вы будете один раз в год диагностировать свое состояние, делать анализ одной или нескольких сфер своей жизни с точки зрения для того, чтобы найти гармонию. Поэтому основное правило, оно дает самое большое количество эффекта, это заполняйте колесо жизненного баланса для себя, своего любимого человека регулярно. Самое лучшее оптимальное соотношение примерно один раз в квартал. Таким образом, вы будете больше узнавать новой и полезной информации о своем любимом человеке, потому что вы будете глубже погружаться в его различные сферы, сферу яркость жизни, сферу духовный рост и творчество. Поймете, о чем он мечтал, чего он хотел, и вот эта вот периодичность диагностирования колеса жизненного баланса, оно очень ярко проявляется по сфере отношения и семья, потому что вы сразу замечаете, что у вас улучшается взаимопонимание, при этом частота ссор и недомолвок может остаться на прежнем уровне, но вы уже из этого состояния будете выходить экологичными способами, вы будете понимать, что противоречия можно решать не обязательно путем ярких эмоциональных амплитуд, а для этого есть более эффективные инструменты. Следующий вопрос, который задают, как использовать колесо баланса. Мы получили какой-то определенный результат, мы получили какую-то информацию, у нас сложилась какая-то структура. Многие эту структуру результата заполнения колеса жизненного баланса называют дисбаланс. Можно ли на таком колесе идти по жизни, ехать и прочее. В колесе жизненного баланса для этого есть уже заранее ответ. В колесе жизненного баланса Long Swim мы говорим о том, что мы концентрируемся на своих целях. Никто, кроме нас, не поставит цели. То есть никто не будет стоять и говорить, вот эта вот цель для тебя важна. Вот эту цель нужно делать в первую очередь. Эта ситуация чаще всего возникает для людей состояние 0,4, когда цели других людей их привлекают больше, чем свои собственные. С этого можно начинать движение к собственным целям, но по мере того, как вы будете использовать колесо жизненного баланса, вы поймете, что количество целей, которые вы можете ставить на год, при этом быть в средней занятости в достижении этих целей, это 40-50 целей на год. У вас будет достаточно времени для того, чтобы разобраться в приоритетах. Вы будете идти к своим целям в медленном стиле, в стиле slow living. Вы можете набирать стремительный темп, когда вы будете понимать, что вы уже близки к завершению цели. Люди состояния 8-10, они переполненные энергетикой, будут смотреть гораздо шире и дальше, чем люди состояния 4-8. То есть люди состояния 4-8, они более приземленные, поэтому они результаты диагностики колеса жизненного баланса будут использовать приземленно, под себя, под немассовое использование. Цели их не такие амбициозные. Для людей состояния 0,4 они справились, пережили кучу эмоций, потому что в состоянии 0,4 миссия пережить эти эмоции, насладиться этими эмоциями. Неважно, это эмоции отрицательные или положительные, главное пережить, насладиться этими эмоциями. Результат уже не так важен. Если вы будете лучше понимать людей состояния 0,4, вы начинаете понимать, что этим людям нужно оказывать реальную помощь, им нужно давать необходимые знания, у вас будет дополнительных много стилов пойти в наставничество, потому что те, кто начинает изучать колесо жизненного баланса,
они пользуются инструментом. Наставничество дает вам возможность структурировать ваши теоретические знания, понять ваши ограничения в практике, что вы использовали, что вам не подошло, что вы считаете менее эффективным. Кстати, напишите в комментариях, что для вас оказалось эффективным инструментом в колесе жизненного баланса. Порекомендуйте видео, которое вас вдохновило, книгу, которую вы перечитываете много раз, или тех людей, которые в вашей жизни оказали значительное влияние. Следующий вопрос. Колесо баланса. Как достичь гармонии? Очень многие психотерапевты, те, кто пользуются колесом жизненного баланса, только на этапе диагностики исповедуют такой принцип, что дисбаланс в колесе жизненного баланса – это есть плохо, нужно, чтобы была ровная кривая по заполнению. Это нормальная ситуация, дисбаланс, перекосы для первого заполнения. Если вы уже решили в полной мере погрузиться в колесо жизненного баланса, вы начинаете понимать, что у вас инструментариев для того, чтобы гармонизировать каждую сферу, более чем предостаточно. Гораздо сложнее справиться с ситуацией, как найти единомышленников, гораздо сложнее объяснить своим единомышленникам, друзьям и знакомым, каких целей вы хотите достичь, и еще более сложная задача – объяснить людям, какой помощи вы от них ожидаете. Потому что люди состояния 0,4, когда им оказывается какая-то помощь, они начинают капризничать, помощь нужна не в понедельник, а в четверг, она должна быть не в таком объеме, она должна быть порционная, куча условий, но это люди состояния 0,4, для них это очень важно, попереживать, показать, что они контролируют ситуацию, показать, что вы для них важны, что-то не складывается с совместной помощью. Для людей состояния 4-8 помощь принимается, они осознают, что вы им оказываете посильное влияние на то, чтобы их проект реализовался, вы делаете это из искреннего интереса и желания помочь, но они этой помощью будут пользоваться только в крайних случаях. Чаще всего это будет такой запасной вариант на всякие случаи, а вдруг пригодится, потому что пока они не используют весь потенциал «я сам», «я сама». Вот представьте себе картину, люди в состоянии 0,4 делают все в одиночку, вокруг них никого нету. Это люди в состоянии 0,4. Им желательно все сделать и потом показать свой результат. Люди состояния 4-8, они окружены своими единомышленниками, друзьями, знакомыми, коллегами, демонстрируют принцип «я сама», «я сам». Через примерно полгода, когда вы услышите вот такую характеристику, вы начнете в своих друзьях и знакомых замечать этих людей. Они очень классные, харизматичные, но помощь им нужно предложить, это еще то и искусство. Поэтому для того, чтобы достигнуть гармонии, нужно для себя проработать в сфере духовный рост и творчество, принятие помощи, то есть вы должны понимать, что вы можете пользоваться теми возможностями, которые вам создала жизнь, вы можете пользоваться теми возможностями и с благодарностью относиться к родителям, потому что они приложили максимум усилий для того, чтобы ваша жизнь началась, состоялась и была без приключений. Вы должны уметь оказывать помощь другим людям без ущерба для себя, то есть это должна быть помощь не из последних сил, а должна быть помощь так, что вы делаете это легко, человек, с другой стороны, тоже принимает эту помощь легко. Поэтому для того, чтобы человек принял вашу помощь легко, чтобы вы достигли гармонии в этом взаимодействии, предлагайте помощь с чистыми намерениями, с чистыми помыслами, с пониманием того, что вы благодарны этому человеку, что он оценил вашу помощь, принял ее с благодарностью. Таким образом, у нас на первое место выступают наши намерения, то есть проработка сферы духовного роста и творчества, и это очень важно, когда вы приступаете к совместным действиям. Если вы хотите остаться в состоянии 0,4, планируйте свои планы, пробуйте их реализовать. К сожалению, вам очень тяжело будет перекрыть состояние 8-10, потому что люди состояния 8-10, они делятся своей историей успеха, потому что у них переизбыток энергии. Люди в состоянии 0,4 цели достигают, но при этом по достижении цели
батарейка, его заряд жизненной энергии показывает уровень 0,10. Это начинается с каждодневных моментов, когда люди в состоянии 0,4 приходят домой, и у них заряд энергии 5-10%, у людей состояние 4-8, заряд энергии на уровне 30%, они сознательно его придерживаются, потому что для них важна долговечность вашей жизненной батарейки, то есть они уже работают не на износ, не на пределе своих возможностей. Вот так вот в одном видео я постарался рассказать всю суть. Те, кто хочет изучить колесо жизненного баланса более интересно, более подробно, пожалуйста, смотрите наши плейлисты. Самые подробные видео находятся в плейлисте длительностью более 40 минут. Краткий концентрированный обзор – это видео длительностью от 4 до 20 минут. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Все спорные моменты старайтесь изучить с точки зрения, как другие окружающие воспринимают эту информацию, как ценность. Вы в любом случае делаете совместное действие, потому что колесо жизненного баланса, оно построено по принципу добровольного распространения информации. Вам понравилось, вы использовали, у вас получилось, вы рекомендуете. У вас что-то не получилось, было непонятно что-то в наших видео, обязательно пишите в комментариях. Мы постараемся вам помочь в вашей ситуации, выпустим дополнительное видео, что-то подскажем. Обязательно привлечем экспертов, может, кто-то эту ситуацию изучил лучше нас, у кого-то больше практический опыт. Это наша философия. Развивать колесо жизненного баланса LongSwim как таблицу Менделеева, то есть каждый, понимая принципы построения этой таблицы, добавляет необходимый инструментарий. Этот инструментарий очень легко найти. Есть навигатор в нашем YouTube-канале, все находится в гармонии. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Колесо баланса, как заполнять, как использовать, как достичь гармонии. Пожалуйста, если кому что-то непонятно, еще раз посмотрите это видео. Я еще раз напоминаю, что инсайты возникают после неоднократного прочтения книги, неоднократного просмотра нашего видео. Всему свое время. Идите органическим путем. Инсайт – это вот все стало на свои места. Вы четко увидели взаимосвязи, вы готовы действовать. Бывают инсайты, когда вам стало все понятно, но вы не хотите действовать, но у вас такое озарение, легкий рывок энергии. Обязательно об этом случае напишите в наших комментариях. Мы будем вам признательны за то, что вы мотивируете наших слушателей. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.